Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и нашими новыми встречами со Снежаной Егоровой. Снежана, приветствую вас. Здравствуйте, Александра, здравствуйте, друзья. Снежана, конечно, мир трясет и шатает. Трамп вводит санкции против России, и все обсуждают Трампа. Говорит, будет сухопутная операция в Венесуэлу. В Венесуэле Мадуро говорит, мир, мир, только мир, нет войне. Призывает Трампа не делать глупостей. Но, кажется, это тщетно, потому что Трампу нужны победы. На украинском фронте миротворчества, побед не видно. Вместе с этим кажется, что вот с санкциями два таких очень важных вывода можно сделать. С санкциями Трампа против России, что теперь, в принципе, у России развязаны руки. У Трампа теперь тоже развязаны руки. В принципе, все. Как бы санкции ввел. Дальше, чего вы от меня еще хотите? В общем, воюйте. А это же означает достаточно серьезный кризис и углубление, расширение и большую эскалацию войны. А Украина, сложно сказать, готова к этому или нет, потому что все на подножном корме. Но какие перспективы тогда вырисовываются для страны? Тотальной и, я так понимаю, еще более жестокой войны. Вы понимаете, Саша, тут уже не понимаешь, на какой именно аспект делать свое внимание. Потому что вы говорите про страну. Страну как что? Как государство? Так его уже не существует давно. То есть во всех отношениях. Конституция на паузе, права человека нарушаются, людям стреляют в спину, люди не знают, что их завтра ждет, все стремятся сбежать, а кто не стремится сбежать, ищет какой-то способ выжить в этом концлагере. Люди страдают во всех отношениях, и только в привилегированном бараке, как говорится, все хорошо. Они в основном живут за счет того, что у них не трескается рот, ротовая полость у них работает отменно, они несут всякую ахинею, сводят людей по-прежнему с ума и замечательно сидят в свете софитов и на этом зарабатывают свои дивиденды. Но вот эти все последние виступлення Наталочки Сумської, народної артистки, яка розказує, що треба вивчати в школі український мат, виступлення Олега Скрипки, який специально, значит, вышел. Он вообще обычно никогда не дает никаких интервью. То есть его заставить о чем-то говорить, это практически невозможно. А тут он виходить і розказує, що він хоче державний переворот військовий, і що треба військового поставити, значит, на вершину горы и зафиксировать концлагерь уже в полной мере. Но недавно вот выступила еще и, значит, великая артистка всех времен и народов Маричка Бурмака. То есть никогда такого не было, и вот опять вся эта поросль, которая повылазила на Майдане еще оранжевым, помаранчевым, которая кричала, значит, со сцены «так, так, 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 так», вот теперь она, значит, слезный пост выложила, что бедняжка, едет она в поезде, а тут какие-то две женщины за 70 сидят, чаек пьют, манеры у них, про Достоевского беседуют, да еще и на русском языке. И бедная Маричка Бурмака к ним, значит, бросилась, говорит, что ж вы делаете, как же ж вы вообще можете говорить на этом ужасном русском языке, на вас же бомбы летят. А тетки ей говорят, русский язык на вас не нападал. И выходит бедная Маричка Бурмака в тамбур, плачет и говорит, як мені з цим всім жить. Ты понимаешь, Саша, вот это же безумие, понимаешь, безумие. То есть это секта безумных людей, которые сошли с ума в периметре этого концлагеря. Их надзиратель, администратор этого концлагеря, пользуясь тем, что люди находятся в таком бедственном положении, зарабатывает миллиарды на этой крови. Миллиарды. То есть он практически никогда не бывает в периметре этого концлагеря. Он прекрасно себя чувствует, ездит, веселится, смеется. Мне просто интересно, вот те все люди, которые друг на друга бросаются, друг друга чуть ли не душат, чуть ли не убивают, ломают руки, отправляют в окопы,
они ненавидят русский язык, рыдают в тамбуре, что женщины Достоевского выбрали вместо Марички Бурмаки. Она ж скакала, вот сиськами трясла столько лет для того, чтобы они думали про нее, а эти дуры, оказывается, думают про Достоевского. Вот люди сошли с ума, продолжают сходить с ума, наворачивают это безумие, ждут чего-то от Зеленского, а он и не думает про них думать. Он думает про свои статки, так званые, про свои миллионы, миллиарды. Он отдался, как говорится, оптом и в розницу Ми-6. Он выполняет заказы совершенно не украинского народа, не украинского государства, не украинские интересы там вообще даже не валялись, вообще, как говорится. И, в принципе, вот это все называется Украина. Ну вот какая, Саша, что для этой Украины хорошо? Для этой Украины хорошо бы было бы вернуться к здравому смыслу, разобраться вообще с этой властью, дать оценку тому, что произошло в 2014 году, государственный переворот, пересмотреть вот это все, что происходило на Майдане. Но секта же не даст это сделать. Они же будут визжать, рвать на себе тельняшки и говорить, что мы будем вмирать до останнього українця, только вы будете сидеть в окопе, а мы будем сидеть в теплых студиях и рассказывать вам, как нужно умирать. То есть нужно пересмотреть вообще все, отмотать кинопленку, но все предпочитают идти в этот ад, в эту адскую воронку. Они предпочитают, чтобы их дети росли с мыслью о том, что они станут там, резать русню, стрілять в русню, пойдуть в окопи, що вони не можуть розмовляти цією москворотою мовою. Їх діти ходять уже в підвали, вони сидять там і про батька наш Бандера співають, їх це ніяк не смущає. Понимаешь, Саша, кто будет это делать? Кто? То есть они аплодируют по-прежнему Зеленскому, устраивают пресс-конференции. Вот я недавно посмотрела, пані Оленочка Зеленська, так опустив глазки, постоянно она так з пришепетуванням розказує, що я свого президентика люблю, мені ніколи за нього не соромно. Ой, бідний ж він бідний, подивіться, як він змінився, як він страждає, і ми з діточками страждаємо. І я прошу зброю не для того, щоб вбивати, а щоб захищатися, тому що і я, і мої діточки, і мої батьки, і батьки мого чоловічка, вони страждають, як і весь народ. Ну, то есть, Саша, это же безумие. Понимаете, мы единственные, может быть, из тех немногих людей, кто пытаемся это безумие каким-то образом хотя бы описать людям. Но нас считают вообще неадекватными, ненормальными, потому что мы же по-прежнему на этом москворотом языке говорим. А что, от того, что мы, например, начнем на украинском языке говорить, мы что-то другое скажем, мы что-то другое увидим? То есть вот это вот тотальное безумие, которое происходит в стране, оно приводит к тому, что происходит. Но с учетом того, что это все еще накрывается глобальной информационной волной, то есть люди не думают о том, что у них в городе происходит. Они не могут отреагировать на то, что у них там, например, мэра по беспределу снимают. Хороший он или плохой, но это по беспределу. То есть это не имеет никакого отношения к государственности, ни к Конституции, ни к правовому полю, ни к Уголовному кодексу, ни к чему вообще. Зачем тогда нужны суды, судьи, люди, которые получают зарплаты, им свет, газ там подводят к этим судам, если они абсолютно неправосудные, то есть они занимаются репрессиями по отношению к народу. Но люди все думают про то, что сказал Трамп. У Трампа тоже серьезные проблемы. У него идет в разнос вся система. Они привыкли по жизни жить за счет войн и разграбления более слабых государств, а сейчас им отказал в этом Путин. Сказал, что нет, больше вы не будете зарабатывать на нашей нефти, газе там, и на всем остальном. И, в принципе, вот эти вот все кричат, размахивают, ой, 300 миллиардов украли у русских, ой, заблокировали 300 миллиардов, ой, мы же за счет этих 300 миллиардов будем вести войну. А никто не говорит, например, о том, что раньше на вот этих всех операциях Федеральная резервная система, и в частности, вот, которая построена на долларе, к ним каждый день 300 миллиардов на вот этих вот операциях по продаже нефти, газа и прочих ресурсов из России прилипало в качестве маржи. То есть они
когда наложили санкции на Российскую Федерацию, на их ресурсы, они теперь в день теряют по 300 миллиардов. И, соответственно, вот эти деньги, которые оживляли их экономику, оживляж такой был своеобразный, на 300 миллиардов в день. В принципе, он сейчас не поступает в их экономику. Соответственно, они уже не могут жить так, как раньше, когда все люди в Америке и везде в западном мире, они, по сути, живут в долг. Вся экономика Америки построена на долговых обязательствах людей перед банками. То есть люди там не жили просто так на те деньги, которые они зарабатывали. Они шли в банк по любому поводу и брали кредиты. И жили в долг бесконечно. Причем у них кредиты были там с какими-то минимальными процентами, иногда даже с минусовыми. А теперь получается, что они не могут себе это позволить, потому что в их систему не вливаются средства. И они нервно ищут, где бы как монстр поживиться. То есть это чудовище, которое голодает. Оно привыкло жрать спокойно, лежать, как говорится, на своих ресурсах и только получать. Ему только подносили, как говорится, вот эти жертвоприношения. Но теперь рабы решили восстать. И, соответственно, чудовище поднимается и начинает вообще на всех бросаться. Действие Трампа, оно выглядит как голодный лев, который взбесился, ему открыли клетку, и он бросается на всех, до кого может дотянуться. Поэтому, в принципе, реагировать на то, что говорит Трамп. Сегодня будет встреча с Путиным, завтра не будет встречи с Путиным. Сегодня буду нападать на Венесуэлу, завтра не буду нападать на Венесуэлу. Сегодня буду захватывать Гренландию, завтра забыл про Гренландию. Сегодня буду восстанавливать мир в Израиле, завтра уже не буду ничего делать в Израиле. Он мечется, потому что он не знает, где сработает. То есть, грубо говоря, это вот эти вот, скажем так, наезды в расчете на то, что слабые прижмут уши и в очередной раз скажут: «О, да-да, конечно, господин Трамп, как скажете». То есть король леса оказался голым. У него, как говорится, сбрили полностью всю его шевелюру. И он, соответственно, ведет себя таким образом, потому что у него подгорает заднее место, как говорится. И он реально понимает, что если он сейчас срочно не найдет какой-нибудь способ, кого бы еще ограбить и как опять вернуть прежнее положение дел, то, в принципе, у него просто в разнос пойдет вся система. Поэтому, конечно, то, что происходит в Америке, имеет значение, но мы должны это видеть немножко с другой точки зрения, потому что они не являются гарантами безопасности, они уже не являются теми, кто может решить вопрос вот так вот по щелчку пальцев. Их вообще перестали слушаться, и они, по большому счету, сейчас гасят срочно с помощью армии уже противостояние и протесты в своей собственной стране. Поэтому то, что там говорит Трамп Зеленскому, то, что он говорит Путину или про Зеленского, или про Путина, это вообще не имеет никакого значения. Это просто смотрите, слова. Тут как бы слова словами, но за этими словами стоят реальные вещи. Вот вы вспоминали Елену Зеленскую. Ну, она говорит: блэкаут – это не самое страшное, что может с нами случиться. Мы становимся изобретательными. Мы стараемся сделать все дела, которые важны, со светом, тогда, когда есть свет, не откладывая ничего на потом. Спрашивали у украинцев, сколько еще они могут терпеть в этих условиях без света, без тепла. И украинцы в большинстве, а это было более 90% опрошенных, ответили, что готовы терпеть 2-3 года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС. Они хотят быть в этой европейской семье на равных. Понимаете, в чем дело? Многие украинцы уже и так в ЕС. Молодые мальчики 18-22, которых выпустил Зеленский, они как-то вот как не в себя прут и прут в Германию. Раньше было там, ну, условно, 900 человек в неделю, да, сейчас 1800. Ну, то есть колоссальный подъем по отдельным землям, по отдельным территориям. Почему в Германию? Потому что там сохранились еще льготы какие-то, ну, плюс-минус. Там, в общем, не идут туда, где не платят, да, условно, и где не поддерживают. Но параллельно с этим мы слышим, например, польских политиков, да тех же немецких политиков. Говорят: слушайте, у нас есть очень классное оружие, которое мы можем подарить Зеленскому. Взять молодых хлопцев, которые к нам сюда приехали, и отправить ему туда вперед, так сказать. Воюйте.
Кажется, что очень и очень большие, параллельно с тем, что, конечно, неизменно, что вы описали в самом начале, кажется, очень большие тектонические изменения происходят. В каком плане? В том плане, что, казалось бы, Европа, да, казалось бы, права человека, казалось бы, ну, собственно, беженство, укрытие, помощь. Никто не имеет права отправить человека в воюющую страну, депортировать и даже по суду экстрадировать, потому что это противоречит всем нормам и догмам. Но и это как бы не является препятствием. Как вы думаете, поотправляют ли назад украинцев из Европы, да, в блэкауты, в страну, охваченную огнем войны, куда прилетают дроны, ракеты, в общем, и, собственно, отдадут ли их на мясо Зеленскому в армию? Сегодня же потрясающий пост, я думаю, вы видели, да, вот все просто как бы в шоке от того, как Берлинская описала ситуацию на фронте. Трещит по швам. Потому что на 100-200 километров, ну, там 4 человека, условно, пехотинца. А у русских не шибко много, тоже там 2 раза больше, 5-7. Но они заходят, обходят в тыл, и поэтому идут. Людей не хватает на фронте. Ну, так вот вам, пожалуйста, решение проблемы. Но вопрос в чем? Будут ли отправлять украинцев, которые в Европе, обратно домой воевать? Я об этом говорю уже достаточно долго. Никто не верит мне. Как, Да. впрочем, мне не верили, когда я говорила, что будет война, если не остановить вот эти безумные высказывания безумных людей, которые 24 часа в сутки с разных телеканалов лились на голову русским. Соответственно, я говорю о том, что однозначно будут собирать всех. То есть если еще дома в Украине, где ти на своїй території, у тебе є там якісь родичі в селі, може десь, може бути какие-то нормальные родичи, которые не сдадут, не предатели полицаи, которые работают на ТЦК, а нормальные, то ты можешь еще куда-нибудь к родичам спрятаться где-то в подвале и пересидеть. Короче говоря, можно какими-то там лесом, полем, понимаешь, уныкать и уходить в СЗЧ. Но когда ты выехал за пределы Украины, и ты посчитанный цыпленок, грубо говоря, они сюда едут как дурачки. Вот бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но обычно об этом знают люди, которые на русском языке разговаривают, и у которых есть хоть какая-то русская традиция в семье. То есть есть какие-то присказки, есть какие-то поговорочки. Если человек хоть книг не читает, но он хотя бы хоть что-то, может быть, слышал в течение своей жизни, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И те, которые едут в Германию, в Польшу, и в особенности те, которые едут на социал и рассчитывают на то, что они там будут курить бамбук и, как говорится, наблюдать со стороны за всем этим адом, они же не понимают, что если они хотят получить социал, то, соответственно, они становятся на определенный учет. Они там все посчитаны, они сдают все свои явки, пароли, адреса. Как говорится, все знают, где они живут, как они живут, работают, не работают, сколько получают, когда придут за очередной порцией. И, соответственно, их прекрасно будут ставить перед фактом, будут говорить: подождите секундочку, или вы вот идете arbeiten und disziplinen на самые грязные и сложные работы, либо вы, как говорится, собираетесь и защищаете нашу демократию. Вы же за наши европейские ценности, правильно? Вы же хотите быть в семье наших европейских народов. Но вот вы только и годитесь на то, чтобы вам в зубы берданку и давай иди защищай наши европейские ценности в Украину, Украинушку, потому что она уже превратилась в поле боя. Соответственно, я вообще не сомневаюсь ни секунды, что насильственным путем их соберут, погрузят в автозаки и отправят воевать. Я уже говорила много раз, что те, кто думает, что они отбежали от войны, пересидят, как говорится, перезимуют, посмотрят со стороны, что там происходит, а потом, как говорится, видно будет. Это просто смерть с отложенным эффектом, Саша. Я не сомневаюсь в этом. А когда вы говорите, там, права человека, Европа, а ви пам'ятаєте этот прекрасний лозунг, який українці провозглашали на всіх площадях європейських городів?
все буде Україна. Вот в Европе все буде Украина. Если в Украине поставили на паузу Конституцию и устроили концлагерь, что мешает вообще вспомнить старую добрую европейскую традицию? Как мы помним, дорогой Александр, на славянские земли концлагеря и расстрелы, сжигание людей в печах пришло именно с европейского, как говорится, вот этого континентика, потому что именно они придумали эту забаву сжигать людей в печах, расстреливать, закапывать, как говорится, в братских могилах и вообще просто избавляться от лишнего биологического, генетического материала. То есть это в их природе. В их природе инквизиция, сжигание людей на кострах, борьба с ведьмами какими-то там под предлогом ведьм. Это их, как говорится, кровь и плоть. Поэтому почему украинцы думают, что они какие-то другие, чем те, которые были 100, и 200 и 300 лет тому назад, что с ними будут как-то по-другому поступать? Понимаете, они просто не понимают, куда они побежали. Они побежали прямо в логово, в пасть к тигру, к льву, понимаете, к голодному вот этому чудовищу, животному. Вот в этот дикий капитализм, который опять возвращается. Они спокойны и счастливы только когда у них все хорошо. Когда распался Советский Союз, и они грабили, как не в себя, гребли все, что, как говорится, осталось наследие Советского Союза, наших предков. Вот тогда у них все было хорошо. А сейчас, когда вампир голоден, он будет кусать всех, до кого дотянется. А наши дурачки, мне комментарии пишут мои подписчики, они воспринимают это как возможность посмотреть мир. Знаешь, они так путешествуют, оказывается, значит, спрашивают, а вы путешествуете по Европе? Одни говорят, беженцы, да нет, у нас и так жизнь тяжелая. Говорят, а мы путешествуем, мы записываемся, значит, на протесты, приезжает автобус, нам платят деньги, везут в другой город, селят в гостинице, и мы заодно попротестовали и денег заработали, и, как говорится, мир повидали. Но знаешь, этот мир можно повидать, как говорится, в последний раз. Вот так вот люди живут, как суицидники. У них нет никаких планов, они не строят свою жизнь, они не хотят разобраться, в чем причина вот этого дискомфорта. Они просто вот как фанатики религиозные, как сектанты, они идут вот так вот, глаза на выворот, вообще, как зомби, за какими-то ложными целями, как тот ослик, который несется за морковкой. Вот это ужас, Саша. Ну, ужас начинается, знаете, еще из тех моментов, что, ну, казалось бы, какая-то очень странная отработка идет сейчас. Выходят, значит, женщины, военнослужащие, и говорят, да ну что, подумаешь, да, 3 детей у мужчины, что это ему в отсрочку? Не, давайте, это у него же 3 детей, ему надо защищать. Защищать. Поэтому пускай идет, шурует в окоп. Ну, как все мужики. Ну, может, есть что защищать. Вот пускай идет. Плюс, ну, просто там, ну, неимоверный там поток идет там Янины Соколовы, разные, скажем так, другие. То есть общество готовит к тому, что все не просто будет продолжаться, а будет только усугубляться в плане мобилизации, количества и, в общем, народу, которые погонят на войну. А все как-то так как бы кивают гривой и принимают. Единственное, что сейчас немножко хоть какой-то проблеск здравого смысла в трагических историях, но опять-таки людей, которые, ну, плюс-минус, ну, что-то дозначат или там что-то дозначили. Вот, например, там журналистка распространила информацию о том, что у ее знакомых сына мобилизовали, бусифицировали, привезли вещи на следующий день, а потом раз, черепно-мозговая, и все. Сколько там, 40 с чем-то лет было. И умер в больнице. ТЦК говорит, это не мы, все там у нас все хорошо. И, в общем, иди ищи свищи. Полиция открывает уголовное дело и говорит, смотрите, мы вот разбираемся. Ну, по поводу полицейских, которые в Киеве. Это в Киеве. Плюс-минус хоть что-то пытаются запустить, да, какую-то справедливость найти. Но уже как бы парня-то не вернешь после этой бусификации, после этого прохождения ВЛК.
но о нем рассказала какая-то журналистка. А о скольких не рассказывают, но всем вворачивают и ввинчивают, что это ИПСО врага, не подрывайте, не шатайте, вы что, это все дезинформация, манипуляция. Но люди-то видят это все. Понимаете, тут такой очень опасный момент сейчас наступает, когда условно вот этот проект будущего сводится к тому, что давайте... Какого будущего, Саша? Сводится к тому, что проще, это, кстати, очень серьезная тема, проще пойти на войну. Ну, чтобы тебя не поймали, не убили ТЦКшники, чтобы условно не пришли, там, не забрали, не оштрафовали. Бизнес какой-то имеешь, ну, так к тебе придут, наведаются и, ну, как бы, да, обилетят. Не бизнес, просто ты, ну, как выжить, да? Вот появляются там разные блогеры, тоже девчата, и они говорят, слушайте, подвозила парней, ну, там, до дома, да, там, а можно вот здесь остановить, чтобы, а вдруг там облава. Или, например, там таксисты, да, вот везут. Я туда не поеду, потому что там облава, да, а сюда поеду. Безвыходность ситуации, получается, толкает человека, что как бы на войне безопаснее становится, чем в тылу. А нам Зеленская рассказывает, что блэкаут это не страшно. А нам там Зеленский говорит, что смотрите, как я классно съездил в США, Будапешт отменили. То есть людям дают абсолютно какой-то силос жевать информационной, и никто не решает их проблем. Отключение света – ничего страшного, потерпим. ТЦКшники, блокпосты, облавы – ну, ладненько, как-то избежим. Есть ли выход из этой ситуации? Вот мы все описываем ее там красноречиво, а по большому-то счету некому и нечего предложить. Почему? Никто не находит в себе силы, смелости выйти и сказать, я не переворот военный хочу, как Олег Скрипка, что вы вспоминали. Я не хочу всех загнать на войну, а я хочу вот сделать так, так и так, остановить ТЦК, остановить все и, в общем, пересмотреть правила игры. Ну, смотрите, Саша, вот все, что вы описываете, да, вы согласитесь со мной, если я скажу, что с народом Украины воюет украинская власть, возглавляемая Зеленским на Банковой. Это же он создает такую систему координат, когда все те люди, которые выходят на экраны вот этого шмарафона зеленого, то есть им же позволено, получается, это сказать, что отца троих детей, отца-одиночку нужно отправить воевать и кого-то защищать, каких-то вот этих тёлок, наверное, тупомозглых, а собственных детей он должен бросить на произвол судьбы, и они должны остаться сиротами. То есть у них и так единственный взрослый человек, который за них переживает и несет ответственность, это их отец, но нужно у детей забрать отца и сделать из него мертвеца. І тоді він буде не ухилянт, а буде герой, який вмер, але ж у наших серцях ці герої не вмирають. А вот эти швали, которые это произносят с экранов вот этих голубых, в прямом смысле слова, телевизоров, они кто? Как они называются? Это нацистки. Они самые натуральные надзирательницы этого концлагеря. Янина Соколова, я давно об этом говорю, она конченая нацистка. Она надзирательница концлагеря. Она, в принципе, причастна вот этими своими заявлениями, высказываниями, своими программами к тому, что людей планомерно сводили с ума. То есть в информационном поле она совершала преступление за преступлением. Когда она людям говорила, что это возможно воевать с Россией, это возможно дойти до границ 91-го года, это возможно, значит, забрать наш Крым, это возможно, мы будем воевать до последнего. Валерий Залужный, давай, езжай на Красную площадь, катайся там на танке, будем бомбить Кремль.
Кто это говорил? Кто своим ротом дурным вот это все произносил годами и десятилетиями? Кто приглашал ряженых вот этих так называемых воячків, которые рассказывали, что всем треба воювати, треба тільки по-українськи воювати, що всіх москворотих треба знищити, чемодан, вокзал, Россия. Кто все эти сеял бредовые идеи в голову людям десятилетиями? Они являются преступниками, потому что по Уголовному кодексу провокация к преступлению тоже является преступлением. То есть доведение людей до самоубийства или соучастие в том, чтобы у человека возникла вот эта преступная мысль совершать какое-то преступление, это тоже является преступлением. Я не помню, как на украинском языке вот это спонукание, Саша, как это будет? Ну, подталкивание, да, провоцирование, подталкивание. Провоцирование. Побуждение, побудил, спонукав, побудил. Побуждение, да. Понуждение, понимаешь, все что угодно. То есть вот эти все смысловые истории, Олег Скрипка, Маричка Бурмака, пани Баба Фара, которая уже, как говорится, получила за все свои подвиги ответ украинского народа, пани Ирина Ницой и все вот эти, которые вот сидят эти женщины в этом вагоне, пьют свой чай, говорят про Достоевского. Какого черта ты к ним лезешь? Какое ты имеешь право им говорить? На каком языке им говорить? О чем им говорить? И зачем вообще они об этом говорят? Ты вообще не имеешь никакого права, Маричка Бурмака, сиди спокойно в своем, как говорится, уголке в общественном месте и пей свой чай, не лезь к людям. Понимаешь? Но они же лезут, они как какие-то мухи, понимаешь, они лезут, как комары тебе в глаза, и они постоянно пытаются тебя переучить. Вот эта безумная Пипа, помнишь, была депутатка народная, которая, значит, вот этого пацана во Львове хватала, всех ставят на колени. Вот это же безумие, оно является причиной, почему вот это все с Украиной происходит. Но другой вопрос. Ты говоришь, а кто будет наводить порядок? Кто? Ну, то есть, судя по всему, на территории Украины, в то время, когда с 2014 года планомерно, уже больше десятилетия, здесь формируется этот концлагерь, по периметру есть заинтересованные лица, которые этот концлагерь спонсируют и легитимизируют администрацию этого концлагеря, понятное дело, что они этого делать не будут. То есть они создают такое давление со стороны западных вот этих государств, чтобы у людей был единственный выход в окопы и на смерть. Но кто создает это внутри страны, кроме Зеленского? Зеленской. Это головы говорящие. То есть вот эта дура, она же абсолютно косноязычная, это Елена Зеленская, которая нагло сидит і брешить людям в глаза, що вона страждає так само, як і всі. Вони сидять без світла, вона з діточками вночі, значить, без світла щось там вчить урочки. Но це же брехня чистейшей воды. Все прекрасно знают, что ее родители, его родители находятся за пределами страны, что их дети находятся за пределами страны. Они же не люди-невидимки, ведь люди же, которые тоже уехали за пределы страны, ходят, учатся где-то, их дети в каких-то там школах частных и прочее. Все знают, где учатся дети Зеленского. Его младший сын учится в частном лицее, еврейском, между прочим, где-то там на территории Великобритании. Но зачем она рассказывает это людям? Потому что они приняли вот этот вот образ, как бы воюющая страна, чоловік і дружина страждають разом с народом. И так как у них есть бесконечный доступ к средствам массовой информации, они раскручивают эту иллюзию. И люди верят в иллюзию. Это как в сказке. Помнишь, когда лиса ехала на закорках у волка, которого избили только что, и хвост ему оторвали? И говорила, вот, битый не битого везет. А что, лисичка, говоришь, ничего, волчик, давай, вези меня, вези. То есть они абсолютно нагло, это
существа, вот я, знаешь, когда смотрю, как она это произносит, так глазки опустила, ротиком вот так вот что-то она там крякает своим. Но это же видно, что она врет. Врет просто нагло. И причем бездарно врет. Но люди по-прежнему этому верят. Но если люди верят в иллюзию, Саша, если они не хотят увидеть, что на самом деле происходит, и не хотят сами спастись, то есть они действительно приходят к выводу, что вместо того, чтобы бороться с этой несправедливостью, объединяться друг с другом и осознавать, что происходит, и попытаться выжить в этом всем ужасе, даже если ты противостоишь, но, по крайней мере, ты хотя бы знаешь, что ты идешь за правду, и ты за свою семью и за своих друзей эту конченую власть пытаешься снести. Нет, они идут умирать. Вот это точно. Знаешь, я тебе хочу сказать, у меня всегда в детстве был вопрос. Когда я смотрела, читала книги там о войне, о том, как, например, фашисты там 5-10 фашистов с автоматами могли прийти, согнать полностью весь, абсолютно все село в какой-нибудь амбар, там человек 150. Причем там были и старики, и женщины, и дети, и мужчины. Согнать 150 человек в амбар и поджечь их, и они сгорают там. Я думаю, как это? 150 и 10. Что, они не могли противостоять? И мне всегда говорили, ну как, они же с автоматами. Я говорю, хорошо, ладно, в автоматах есть какое-то определенное количество там этих пуль. Но хорошо, 10-15 человек погибнут, но остальные-то выживут. Можно же хотя бы хоть как-то побороться. Нет, надо 150 Они хотят, человек. подождите, ну не хотят же гибнуть эти 10-15 человек, понимаете? Подожди, но если ты все равно погибнешь в амбаре, тебя зажгут просто как, я не знаю, гуську, курку, барана. Как вот битый не битого везет, вы говорите. Так ты умрешь сегодня, а я завтра. Да? Ну, то есть... Ну, вот такая же логика у народа. Это очень такая специфическая история. И самопожертвование, и самоотдача. Ну, вот то, что украинский народ увидели в Зеленском, да, то есть в 2019 году. Мол, если я не справлюсь, я уйду. Там, я иду только на один срок. Да, только он, получается, этот срок бесконечный. Вот прямо сейчас. Выходит социология, что уже смешно в условиях войны, но тем не менее, КМИС ее публикуют. Значит, 91% украинцев плохо относятся к России. Показатели не отличаются от результата 2024 года, 93% и 3% соответственно. В КМИС подчеркивает, что ухудшение отношения к России шло после активных действий самой России, а не предшествовало этому. Ну, то есть, разворачивают историю, то, о чем вы говорите. Абсолютное большинство во всех районах, 92% на Западе, 80% на Востоке, очень негативно относятся. Хорошо относятся 3-4% на Западе, в центре до 9%. На Востоке статистическая погрешность. Я, если честно, вообще не могу понять задачи померить вот это отношение. Но нет же людей, которые в здравом уме и там трезвой памяти могут... И то там нарисовали вот эти как бы проценты, да, вот эти там 3-4%, там 9%. Зачем эта работа нужна? Вот чтобы что? Как вы думаете? Чтобы люди не понимали, откуда исходит для них опасность. Чтобы они думали, что это русские во всем виноваты. Так они так и думают. Им же в телевизоре говорят, а чего нету света и воды? Бо русские на нас напали. А чего вот это вот на улицах ловят мужиков? Бо русские на нас напали. А почему там типа у нас дети ходят в подземную школу? Бо русские на нас напали. То есть, когда ты хочешь ограбить кого-то, убить и уничтожить, тебе нужно создать ложную цель. Но, как ты знаешь, когда вор громче всех кричит «держи вора». Соответственно, так как информационное поле находится в руках Зеленского и его бандитской клики, то, соответственно, они себя отбеливают и рассказывают, что мы ж ваши друзья, посмотрите, как мы хотим все это закончить, нам только надо еще больше бомб.
еще больше оружия, атакамсы, шматакамсы, томагавки, шматагавки. И вот это вот забросаем, наконец-то, бомбами вот этих русских, и тогда у нас наступит мир и благоденствие. То есть они же полностью уже этих фанатичных, больных, молодых идиотов. Вы понимаешь, Саша, ужас заключается в том, что профессиональных людей, взрослых, опытных, которые причинно-следственные связи еще не потеряли в собственной голове, изымают из информационного пространства. То есть рассказывают, не слушайте этого Шелеста, эту Егорову, кто там еще, Лазарев там что-то говорит, еще какие-то люди там рассказывают, пытаются объяснить, в чем суть происходящего. Нет, это все наши враги. А вот мы, ваши друзья, герої не вмирають, душу и тело мы положим, батько наш Бандера. Все, давай, иди воюй, и мы создадим такие условия, чтобы ты или умер, как говорится, в окопе, или умер где-нибудь, сидя в подвале, потому что война это никогда не заканчивается, и когда ты уже 4-й год сидишь и ждешь, что когда-нибудь это закончится, а тебе говорят, еще 3 года будем воевать. И мужик думает, да ёпера балет, еще 3 года я уже не просижу. Ладно, уже пойду, хоть там умру спокойно, но зато буду свободен от этого концлагеря. То есть люди просто психологически не выдерживают вот этого всего давления, бесконечности вот этого ада, ненормальности того, что происходит. Но им нужно искать врага вовне. Это всегда происходит так с политическими элитами преступными, потому что, когда они не хотят решать свои внутренние проблемы, они выбрасывают проблему за периметр. То есть они ищут врага, и с помощью того, что вот там же враг, мы как бы объединяемся. Ради чего? Вот ради чего украинцы объединяются? Ради того, чтобы получить то, что они получили. То есть им обещали, що в них будуть зарплати по 3000 євро, значить, труси оті кружевні, филижанка кави, путешествия по Европе. А что они в конечном итоге получили? Разрушенная экономика, разрушенная инфраструктура, подземные школы, нету денег, работы нету, заводов нету, пароходов нету, жизни нету, за периметр ты выехать не можешь. Либо, если даже и можешь, то ты не можешь бросить своих больных родственников или там мужей, братьев и тех, кого ты там прячешь где-нибудь в подвалах. То есть это же адский ад. Но они проводят вот эту социологию. Как говорится, говорите и вы. Нарисуйте, что хотите. Кто проверит? Более того, даже если они реально пошли и стали спрашивать у людей, кто скажет правду. Есть такие сейчас отважные барсуки, которые скажут, да нет, в принципе, я против того, чтобы была война. Давайте договариваться, говорить на русском языке, открывать русские школы. Что нам мешал тот Пушкин, Достоевский, Чехов? Мы же сами все на нем выросли. Давайте дадим людям нормально жить, как мы раньше жили. Давайте возвращать безъядерный статус, этот самый, вот этот вот... Нейтральный статус, да. Нейтральный статус. Давайте Конституцию просто будем выполнять. У нас же хорошая Конституция была. Если ее просто выполнять, то, в принципе, можно нормально жить. Давайте выборы проведем, давайте Зеленского уберем, давайте что-нибудь по-другому сделаем. Нет, кто сейчас это может сказать? Никто. Потому что как только ты скажешь что-то, что напоминает отдаленно здравый смысл и стремление выжить, тебе скажут, ты что, с ума сошел? Жить тут хочешь? Защищать будешь отца 3 детей? Он должен пойти и сдохнуть, щоб потом ми плакали і казали, о, герої не вмирають, подивіться, останнього кормильця забрали, діточки нещасні, вони ж тепер у нас сироти. Оце Путін осиротив всіх наших українських дітей. Саша, это идиотизм, понимаешь? Он уже клинический, он уже навеян, понимаешь, таким количеством информационных потоков, что не излечить этих людей. Это социальная шизофрения и политическое бешенство. И они не могут услышать, когда русские им говорят, друзья, остановитесь. Вы наши братья, вас не хотят убивать, мы хотим вам помочь. Они что кричат? Что кричали? Не надо нас спасать? Ну, вот смотрите, вообще насчет братьев такой очень специфический тезис. Нет уже, получается, братьев и не будет никогда после того, что пережила страна. Потому что, давайте откровенно,
Не спасли братья, а наоборот, да, ударили. Ну, там, любят же показывать детский сад, или вот эта семья, которая под Киевом погибла, женщина с 6-месячным ребенком. Без угла аж советуют, говорит, уезжайте из Киева, ну, вот, в село. Вот она села, поехала в село, там, рядышком с Киевом. Пролетел дрон прямо в спальню. Племянница, ребенок, и она, все, как бы, там не спастись. Поэтому слишком много крови. Ровно как и другой нарратив, который не победить. Нам же как говорят? Значит, вы тут жалуетесь на ТЦКшников, что они там такие-сякие, да? Как обычно, там, никого не накажут, понятное дело, там, за очередное убийство, о котором я говорил выше. Но, простите, пожалуйста, не нравятся вот эти, так приедут другие. Кадыровцы приедут, тоже завербуют, обреют, погонят на фронт. Путин придет, и тут как железной пятой, как всех придушит. А также у нас, смотрите, свобода, демократия. И люди смотрят, ну да, лучше, конечно, свои, чем вот эти, те, которые придут. И на этом строится вот эта вся, скажем так, история. И это работает. Как ни крути, и против этого, ну, собственно, ты ничего не попрешь. Да, свои, ну, как бы, негодяи, но это ж вроде как свои, это ж вроде как свои менты. Ты вызываешь по ДТП, ударились, стукнулись машины, да, чтобы хоть какую-то страховку получить в это тяжелое время, там, починить что-то, бампер поменять. А тебе приходят и, здрасте, добрый вечер, и в бус. То есть, ну, это ж свои. А те-то будут хуже. Поэтому тема с братьями, никто вас убивать не хочет, ну, как бы убивают. Как это? Не без желания. Более того, сейчас выходит все на новый уровень, и Зеленский просит томагавки у европейских стран. Путин отвечает, что если дадут и полетят томагавки, будет там какой-то сокрушительный ответ. То есть все только наворачивается, ну, как бы подбрасывают под этот котел ада еще больше дров. Ну, смотрите, Саша, слово «никогда» тоже имеет свою конечную, скажем так, остановку. Когда вы, Саша, сегодня мне говорите, что большинство украинских детей, молодежи и людей едут в Германию, Карл, где фашисты осознанно шли для того, чтобы убивать украинцев, русских, славян, казахов, не знаю кого, удмуртов, всех, кого только они здесь дранкнахостен вообще отловят. Поэтому никогда, понимаете, вот та кровавая война, 27 миллионов, и если копнуть в анамнез вот этих всіх воячків, які зараз за Україну йдуть помирати, то может так случиться, что у большинства из них деды были солдатами Красной армии. И они забыли о подвиге собственных дедов, и они воюют за какие-то эфемерные европейские ценности. Поэтому, вы понимаете, никогда мы не будем братьями, с учетом того, что украинцы сейчас живут в Германии, Хендехох, понимаете, Гитлер капут и все остальное, то это, в принципе, очень громко сказано. И если уж говорить о том, что свои, это какие такие свои? Сколько свои уже внутри вот этих мирных людей перебили, уничтожили. Свои, которые не говорят о потерях на фронте. Свои, которые тебе не говорят правды элементарной. Зеленский по-прежнему, как попка-дурак, повторяет, что 40 тысяч потерь украинских воинов. Хотя везде по всему миру уже там на какие-то десятки, сотни тысяч и миллионы идет расчет, и кладбища все растут и растут. То есть, боясь, что придут русские, ми зараз повністю закатуємо в асфальт, но це ж свої нас вбивають, правильно? Це ж воно набагато... Оці брати мої, які мені зробили концтабір і які мене вбивають, так мені приятніше умирати від руки наших українських поліцаїв, чим ото чекати, поки, може, русські прийдуть і поставлять свій сапог мені на горло. А якщо не поставлять?
А если не сапог? Мы знаем прекрасно, вон на юго-востоке Украины есть несколько городов, там Бердянск, Мелитополь, которые, в принципе, не оказывали сопротивления, в которые русские спокойно пришли, и там нету ни ТЦК, не отлавливают людей, ничего не разгромлено, ничего не разбомблено. Ни Бердянск, ни Мелитополь не вирішили стати фортецею Бердянськ. Вот нормально себе люди живут, ничего с ними страшного не происходит. И как-то вообще никто им сапог на голову не поставил. Везде порядок, работает свет, газ, интернет. И, в принципе, все стоит копейки. И люди, в принципе, жизнью довольны. Есть же вариант. Поэтому это, как говорится, тут еще бабушка надвое сказала. Но если продолжать упорствовать, продолжать слушать Зеленского, продолжать просить вот эти все бомбы, ракеты и прочее, то, в принципе, можно таки действительно, чтобы от Украины осталась такая одна большая, огромная ядерная воронка. Потому что, как ты понимаешь, Саша, эскалация, она имеет свойство становиться все более и более масштабной. То есть, если, например, сравнить элементарно, как воюют прекрасные еврейские воячки, Сахал, да? Вот выходят же там такие некие ребятки, значить, ряжені в студії тепленькі і розказують такою хорошою українською мовою, що у нас має відбутися в Україні ізраїлізація. Да, женщин все тоже должны воевать. Да-да-да. Только, Саша, подождите секундочку, давайте сравним. Если у нас будет происходить израилизация, то, в принципе, какую позицию будет занимать в этом случае Украина? Израиля по отношению к России или все-таки Хамаса? То есть по сравнению потенциалов. То есть если мы будем проходить в израилизацию, то Украина будет занимать место Газы. И если русские начнут тоже идти по пути израилизации, то, похоже, от Украины будет вот это вот зачищенное поле, строительная площадка, приблизительно такая же, как в Газе. То есть они ждут, видимо, чтобы русские начали вот так же воевать, как Сахал воюет с Хамасом в Газе. Когда миллионы людей изгоняются со своей территории, города просто зачищаются под ноль, и никто вообще там не смотрит. Старики, дети, женщины, кто, как, куда. У нас тут, безусловно, это страшнейшая трагедия, каждая смерть. Тем более смерть детей. Это просто капец. Но, извините, Саша, когда твари, швали с телевизора говорят, что нужно у отца забрать детей, у троих детей забрать отца, кормильца, отправить его на смерть верную, это не, не сродни тому, что упал снаряд в женщину с ребенком, которая по требованию и по просьбе Безуглой отправилась, значит, в село. То есть кто преступник? Безуглая преступница, которая призывала людей уезжать в село. Может быть, если бы она не поехала и не послушала Безуглую, осталась бы в городе, была бы жива. Безуглая, безумная, вместе с вот этими швалями, которые продолжают войну и продолжают военный стан. То есть фиксируют вот это положение, когда невозможно провести выборы, нельзя снести этого черта конченого. Он сидит и продолжает вот это все расширять, вовлекать все больше и больше сил, оружия, средств и спонсоров войны вот в эту войну, которая идет на территории его страны. То есть вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, вместо того, чтобы выполнить свой конституционный долг и остановить эту войну по любасу, он что делает? Он ее провоцирует и разжигает. То есть он фиксирует то, что невозможно в течение военного стану, значит, сменить власть и как-то вообще переформатировать, перестегнуть шлемы, там, я не знаю что, перезагрузиться с этой властью. То есть кто виноват? Кто виноват в том, что мы не браты? Кто виноват в том, что летят бомбы? Они же не сами по себе вот так вот летят и летят и летят. Каждый раз выходит кто-то от русских властей и говорит: друзья, давайте остановимся. Друзья, давайте подождите, остановимся. сейчас Зеленский выходит... Сейчас Зеленский выходит и говорит: давайте останавливаться по линии боевого соприкосновения. А браты не останавливаются.
Так подожди, ну хорошо, а если мы останавливаемся по линии боевого соприкосновения и признаем то, что эти территории больше не являются предметом обсуждения, берем на себя политическую ответственность за все то, что уже произошло, и решаем, что давайте мы хотя бы зафиксируемся на том, что у нас осталось. Еще есть Одесса, еще есть выход к морю, еще есть много всего прекрасного и куча еще живых людей, которые, в принципе, могут продолжать жить. И как-то можно будет дальше еще с этим всем бороться. Но мы же прекрасно знаем, что подобного рода риторика – это политическая смерть Зеленского и всех его бандитов, которые грабили, наживались на этой крови и войне. И, соответственно, возможно, кто придет после них, начнет их догонять по этому поводу, и им придется, как говорится, искать углы или норы, где им нужно будет прятаться. Соответственно, они продолжают это. Они продолжают, да, давайте остановимся по линии боевого соприкосновения, но зайдет Макрон со своим, значит, контингентом, Англия зайдет со своим контингентом, все они расположатся в Одессе, в Николаеве, в Киеве, везде, то есть займут позиции, и мы будем дипломатическим путем отстаивать наши территории, потому что мы не признаем, значит, вот этого положения на земле. Так можно сказать, как говорится, говорите и вы, давайте остановимся. Только на каких условиях? Если бы они были заинтересованы в том, чтобы эта страна осталась жива, чтобы все эти люди остались живы, чтобы, в принципе, каким-то образом вот этот ад и этот конфликт был загашен, потушен, урегулирован, они совершенно по-другому бы себя вели, они по-другому бы действовали, они в другом бы направлении ездили. Почему Зеленский так радостно сейчас сообщает: класс, отлично, не будет встречи в Будапеште, я сорвал, класс! С Орбаном он постоянно закусился и все время на него гонит вообще. Это же идиотизм, понимаешь, Саша? Он всегда занимался телевизионным киллерством. То есть не надо ничего строить, нужно хорошо уметь ломать. Кто-то пасочки строит, кто-то что-то предлагает, кто-то пытается договариваться, кто-то какие-то контакты налаживает, да? А ты просто приходишь и смотришь, только начали завязываться какие-то нити. Я пришел, их так порубал. Класс, отлично, я молодец. Вот чем он занимается. И если страна, люди, все те, кто смотрит на Зеленского, этого не видят, очевидных вещей, это же никто не скрывает, это же видно. Если они этого не понимают, если они не осознают, что он все делает для того, чтобы война продолжалась, и сегодня отца забрали у 3 детей, завтра женщина с ребенком умерла, послезавтра десяток каких-нибудь бабушек где-нибудь, переходя дорогу, их сбили, там, например, ТЦК, или там, не знаю, забросали, или там задули какими-нибудь, я не знаю, этими... Как они называются? Баллончиками, да, перцовыми. Баллончиками, понимаешь? Ну, кто кого убивает, Саша? Кто кого убивает? Знаете, тут такой момент. Конца и края не видно. И вот люди находят какую-то отраду, там вот кто в чем. Но кажется на мгновение, что есть же не такие... утраты непоправимые. Зеленский вообще что-то сдал последнее время. Да? И люди вот смотрят на него, говорят, смотрите, им тяжело ему, такой режим, такой график, так работает, так о стране думает. А на самом деле там просто и горе людское сказывается на человеке. Элементарно. Потому что оно бесследно не проходит. И вот этих ТЦКшник, который там ударил по лицу женщину в Одессе, например, во время перепалки. И таких много моментов, да. Ему же тоже как бы вернется бумерангом. Только бумеранг какой-то специфический, формы неправильной. Летит долго, далеко, не туда залетает. Есть вообще у вас надежда, что карма отработается? Я вот смотрел на Зеленского, это прям...
Вот это когда он говорил на английском, там вот это «никогда не знаешь», каждый день приносит что-то новое. Ну, видно, что он торжествовал в Брюсселе, но выглядел очень плохо. Вот прям плохо. И тот Зеленский, которого мы видели на обложках журнала в 22 году, да, вот это вот все, там, ВОК, да, вот это мешки, там, Елена, Ермак тоже фотографировался. Это ведь уже совсем другой Зеленский. Понимаете, в чем дело? Мир такой, что всегда как бы по делам воздастся. Но вот отдельным людям не воздается. И многие так, видите, как говорили об этом по поводу Путина. Ну, там, в холодильнике, сейчас он там умер, умрет, вот бы этот Путин. Там был день рождения, видели, может, спрашивали, чего бы вы пожелали Путину, украинцев. И все его там, ну, понятно, да? Такой же честный опрос о Зеленском может же тоже людской гнев, скажем так, передать. Как вы думаете, ну вот сколько будет еще продолжаться вот эта, ну, тефлоновость, да? Вот не липнет к Зеленскому ТЦК, не липнет к Зеленскому блэкаут, не липнет... Все плохо, все плохие, а Зеленский хороший. Ну, во-первых, потому что в его руках информационное поле, и он создает искаженную картину. То есть люди, которые на него работают за миллионы и миллиарды, их главная задача — отмывать его от этой грязи. Но есть, ну, скажем так, как правильно вы говорите, закон кармы, да, есть духовные, скажем так, силы, которые в любом случае их не поставишь в заслон, да. Но то, что Зеленский — это исчадие ада, я же не зря его называю чертом. Потому что к нему это все не липнет, как ему кажется, потому что у него полное отсутствие эмпатии. То есть он не чувствует чужой боли, ему плевать на этих людей. Это алчное животное, которое думает только о своих удовольствиях, которые он получает, не побоюсь этого слова, но, как вы знаете, у него специфический род удовольствий, да, и они имеют свойство увеличиваться, дозы. То есть, если тебе сначала одной дозы достаточно, потом больше, 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 а с учетом того, какой образ жизни он ведет, да, он же постоянно в самолетах, перелетах, переездах, то есть ты не понимаешь, где ты находишься, на каком континенте, есть такое понятие, как джетлаг, да, и плюс постоянное вот это вот общение с какими-то людьми, и можно напрягаться для того, чтобы их обаять. Мы же видели там в Брюсселе, как он там веселил этого чувачка. Ну, то есть он по-прежнему работает вот этим коверным, который выходит и пытается своим обаянием как бы рассказать, что вот мы же хорошие, веселые, классные, такие как я и вся Украина вот моя, дайте нам денег вообще. Но больше нас не спрашивайте, куда они дальше поплывут, эти деньги. Потому что оно ж война. Нельзя ж проверить, сколько бомб полетело и сколько вообще вот всех их в небе разорвалось. Но, в принципе, это у них такой способ зарабатывания денег на крови. И если вот так вот образно представить, он пьет человеческую кровь на завтрак, на обед и на ужин. И его Леночка в том числе. У них вот так вот по локти вообще, они по горло уже в человеческой крови. И вот то, что происходит с ним, помните, как у Оскара Вальда есть такой роман или рассказ «Портрет Дариана Грея». То есть мы просто видим, вот это истинное лицо вылазит, этого черта, этого чудовища, которое хочет продлить вот это мгновение своей славы мировой. Он уже заболел вот этими всеми аплодисментами, этими бесконечными интервью. Весь мир только говорит «Зеленский, Зеленский, Зеленский». Кто еще в мире не знает его фамилию? То есть он достиг апофеоза. Дальше что? Дальше тишина, понимаешь, Саша? Удерживать это долго невозможно. Понимаешь, контракт с сатаной, он имеет специфические особенности. Да, ты получаешь сразу все, как сатана Иисуса Христа в пустыне искушал. Он ему говорил: давай, иди со мной, вот это все мне, весь этот мир ты получишь, ты будешь царь у всех стран. Но
Как мы знаем, Иисус Христос предпочел вообще немножко другой путь. Через Голгофу, через страдания, терзания и смерть к воскрешению и вечной памяти. А Зеленский останется в памяти людской вот этим вот иродом, понимаешь? Вот этим вот предателем. Его место в аду, в самом нижнем 9 кругу ада, где страдают вот в этой холодной, крыє украинскую мову предатели. То есть он Иуда собственного народа. Он предал тех людей, которые, поверив его посулам и обещаниям, верили ему в судьбы своих детей, внуков, своей семьи, своей земли, понимаешь, своих семей, своих родов. И, в принципе, пока эти люди не осознают, что они идут за демоном, за чертом, за Иудой, за предателем. Как можно их остановить? Вот они идут, до тех пор, пока они ему верят, это не остановится. Как только максимальная масса людей осознают, что происходит, и начнут останавливаться сами, не пускать туда своих детей, противостоять этому, покаяться и, в принципе, по большому счету, начнут объединяться, чтобы сохранить жизнь на этой земле, тогда все начнет меняться. Но до тех пор, пока они этого не сделают в своем сознании, это не изменится, Саша. Ну, знаете, такие процессы уже есть, и когда, ну, вот там опять это все, конечно, я, например, не приемлю. То есть, когда говорят, это все там должно решиться на уровне армии. Ну, судьба этой войны. Что имеется в виду? Имеется в виду, что вот Скрипка говорит, там, военный переворот, да, но, по сути, от украинских военных все зависит. Да? Украинские военные должны прозреть и посмотреть на своего верховного главнокомандующего. Некоторые там называют, что СЗЧ это вот... Это не... Да, там деньги, понятно, это все схемы, зарплаты, там, откаты, то есть это есть. Но СЗЧ, имеется в виду, это вот как бы симптом того, что армия уже, да, вот тоже видит, и война приближается к концу. Я о чем? Я о том, что, ну вот сейчас, например, видят, что Покровск захлопываются. Ну, такие сообщения приходят, военные. И они говорят, запрос на банковую наставку, выходить из котла. То есть, замыкается котел, и те говорят, выходить. Те говорят, не выходите, стойте до конца. Те говорят, да мать его так, берут и уходят. Ну, там, и поэтому вот эти дыры в обороне, то, что там рассказывают, берлинские всякие остальные. Понимаете, в чем дело? То есть, кажется, что ну вот так это и... А потом в СЗЧ там ловят ВСПшники, публикуют кадры, как их там бьют. А это же как бы все равно волей-неволей, как это, воленс-ноленс, да? Эти СЗЧшники объединяются. И вот если ухилянты, они как бы не объединяются, потому что там кто убегает, кто еще что-то, да, там сложно, не прячутся, то эти могут вполне себе и объединиться. То есть партия ухилянтов, партия СЗЧшников, и вот вам, пожалуйста, уже какая-то сила. И вот эта критическая масса, пускай и распорошена, но все равно когда-то это придет. Ну вот, и что тогда, понимаете? Что тогда? Ну, опять Майдан, опять свержение. Они говорят, как же, у нас, вот видите, власть стабильная, нельзя ее, иначе как мы проиграем. Ну так если эти явления есть, значит, уже мы проигрываем. То есть война какая-то страшная в том плане, что нет выхода, ну или какого-то четкого понятия победы. То есть зачем все идут? За победой. Ради чего? За Родину, за Сталина. Помните, там кричали в окопах в Великую Отечественную. А тут как, ну, за Украину, за Зеленского вряд ли покличешь. Но рассказали же людям, и они согласились с этим, что они воюют за ценности европейские. Зеленский же говорит, что мы форпост и боевой отряд европейского сообщества. За нами вся Европа. Если раньше славяне говорили, отступать нам некуда, позади Москва, то теперь, как говорится, поменялся вектор. И если они за нами вся Европа, то, вспоминая историю войн, мы знаем, за что воюют русские. Им отступать некуда, позади Москва. Они воюют за дедов, отцов, за память, за победу. Они потомки победителей. А если украинцы приняли позицию, что они воюют за нами вся Европа, и мы боевой отряд европейских ценностей, теоретически, если представить
то, что мы помним, значит, получается, что они Гитлер-Югенд, фашисты, СС, полицаи, то, в принципе, ну, они должны знать, чем это все заканчивается. Знаешь, Саша, мне давно уже не снились какие-то вот такие сны, ну, какие-то такие знаковые, философские. Я прям сегодня проснулась от этого сна. Мне приснилось, что я приехала куда-то на дачу, и вроде бы в какое-то известное мне место, и вроде какие-то соседи. И я за забор так заглядываю к этим соседям, а там были огромные деревья, стояли такие дубы красивые, а они вот так вот рубят эти дубы. И потом я смотрю, сидит такая женщина дородная, українська, значить. Вона там, значить, щось в телефоні, там щось слухає, якісь новини. Діти граються, діточки якісь, значит. И они выкапывают огромный корень вот этого дуба, который они обрубили. Я прям смотрю, уже яма такая огромная. А там корень этот, ну такой дуба, наверное, тысячелетнего. И вот он, этот корень, знаешь, такой закрученный в образе сидящего внутри под землей казака. Вот знаешь, есть такие образы, есть такой казак Мамай, который сидит вот в позе лотоса такой, значит, с этим самым. И вот он сидит, этот корень дуба, у которого они обрубили ствол и, соответственно, крону, и они выкапывают вот эту вот из земли уже саму сущность, этот корень, для того, чтобы выбросить его на помойку. И радуються такі, діточки щось там сміються, баба сидить, значить, новини якісь читає, мужик якийсь лежить, значить, там, читая газету. А я такая смотрю на это, и вдруг я, Саша, во сне, я проснулась от того, что я на чисто украинском языке начинаю им кричать, що ви робите, що ви робите з тим, що ваша земля, це були ваші дерева, ваші діти під цим росли, який же ви приклад своїм дітям подаєте? Вони ж виростуть просто манкуртами, які не знатимуть взагалі, звідки вони пішли. Ви що, не розумієте, що ви робите катастрофу? В першу чергу для ваших дітей. От на кріті, що для ваших дітей я просипаюсь. На чисто украинском языке я чешу в своем сне и пытаюсь вообще... А они такие стоят, причем они офигели, потому что я откуда-то вот так вот из-за забора появляюсь и начинаю им на украинском, и они как бы и хотят мне противостоять, что-то сказать, закрою рота свого, там, що хочемо, то і робимо у себе на ділянці. Но так как я говорю на чистейшем украинском языке, они как бы начинают вслушиваться и вроде как понимают, что вроде как я и права, что они совершают какое-то преступление, но они даже не понимают, какого рода преступление. Вот в этом суть, понимаешь, Саша? Люди на собственной земле совершают преступления по отношению к этой земле, к своему роду, к своим детям, которых они уже родили. Но они даже не понимают, какого рода преступления они совершают. Потому что они живут в искусственно созданной реальности. Вот в этой иллюзии, понимаешь? Вот в этом иллюзионе. То есть как будто бы они попали в кинотеатр Dolby Surround, и им создают вот эту искусственную реальность каждый день. И они думают, что они в ней живут. А завтра у них пропадет свет и интернет, у них не будет краины в смартфоне, они не смогут открыть свой гаджет, компьютер и посмотреть какое-то кинцо такое духоподъемное, или послушать вечернее обращение, значит, Зеленского. Зеленский сядет в голубой вертолетик и спокойно совершенно улетит куда-нибудь в свой замок или на какие-нибудь острова. Ленка Зеленская там его уже будет ждать, и все вот эти бандиты, которые им рассказывали каждый день, что скоро-скоро будет перемога, исчезнут куда-то. И вдруг они окажутся вот в этом всем аду, в бреду, в разрушенных городах, без света, без воды. Понимаешь, когда совершено было это страшнейшее преступление и уничтожили Каховскую ГЭС, на которой я выросла, и все уже доказывают, что это сделали украинцы, и что они пуляли по Каховской ГЭС этими хаймарсами или атакамсами, то я не удивлюсь, если они нечто подобное могут совершить с Киевской ГЭС.
они могут совершить вот какое-нибудь страшнейшее преступление. Потому что те, кто управляют Зеленским, не являются гражданами этой страны. Им плевать на этих людей. Они хотят нанести максимальный урон и катастрофу для того, чтобы русские еще лет 100 отгребали после этого. И верить своим собственным врагам, которые хотят тебя убить, но с улыбкой тебе об этом говорят, що типа так, звісно, ви європейчики, давайте до нас, до Германії, давайте приїжджайте, молоді, хороші, прекрасні, вчіться нашої німецької мови. А потом они так говорят, а теперь у нас есть оружие, которое мы можем подарить Зеленскому. Это ваши граждане, которые не хотят воевать. Ухилянты тут сидят, на наши марочки жируют. А ну быстро все берданки в зубы и пошли воевать. Люди не понимают этого. Они еще этого не увидели за 4 года. Но в таком случае, что я могу им сказать? Я могу только сказать, как я это вижу. Объяснить это без устали, объясняя это каждую неделю. Спасибо вам, Саша, за то, что вы предоставляете мне возможность распространить это на максимальное количество умов. И, Да. может быть, как-то это приведет их в чувство. Напишите в комментариях, друзья, приводит ли, что думаете по поводу того, о чем мы сегодня пообщались. Самое главное, берегите себя и друг друга. Снежана, спасибо за время и мысли. Спасибо, Саша, за то, что ты есть. Береги себя, друзья. Помните, Бог своих не бросает, если вы не отворачиваетесь от Него. Мы победим. Ну и мое традиционное добра и света. Увидимся.